Ребята, привет! Наступил новый этап на моей стройке. Это возведение пристройки дома в 2 этажа, общей площадью около 80 квадратных метров. Последние 2 года я перестраивал купленный недострой под свой проект. Основные моменты сделаны. Если кто-то не видел, можете ознакомиться с предыдущими видеороликами. Итак, на данный момент имеем правую часть дома, которая была возведена в далеком 2008 году. Моя задача – построить левую часть. В 2008 году существовали одни законы строительства, а в наше время больше думают о расстоянии от дома до границы участка, а в частности о соседях, которым ваш дом может помешать. Поэтому, создавая проект, пришлось сместить пристройку дальше вглубь участка. Высота конька дома не должна превышать 45 градусов от границы территории. В нашем регионе это сделано специально, чтобы не строили 3-4-этажные виллы. За основу взял первую точку, это край дома, и от нее плясал. Все расчеты на местности начинаются с геодезиста. Это такой дядька, который вычисляет координаты точек застройки через спутник. Без него вообще ничего нельзя планировать на участке. Для наглядности всю разметку рисовал аэрозольным маркером. Он очень быстро сохнет, издалека прекрасно видна разрисовка. Разметку делал по внешнему краю дома. Проектная ширина стены 6,5 метров. Отметил, поставил арматуру. Длина пристройки 7 метров. Также воткнул арматурину. Для наглядности по периметру натянул шнурку. Визуально становится понятно, как будут выглядеть все точки дома. Разметка участка под фундамент начинается с того, что за пределами траншеи или котлована, а точнее за пределами зоны работы экскаватора, устанавливаются деревянные рамки-опоры. Они называются обносными досками или брусьями, а попросту обносками. Некоторые эксперты называют их скамеечками. На них натягиваются шнуры или проволока. Места пересечения шнуров дадут нужные точки разметки, но не на грунте, а висящие в воздухе. Эти точки позднее переносят на грунт или на опалубку. К сожалению, с калиной придется расстаться. Срезал почти под корень. Корни выкопает трактор. Еще зимой срезал орешник. Интересно, хоть кто-то из вас выращивал орешник на своих участках? Как разметить сторону, перпендикулярной к начальной? Есть способ, используя теорему Пифагора, и зная длины сторон фундамента, можно рассчитать длину его диагонали.
Иной способ построения прямого угла – способ египетского треугольника. На шнуре первой оси от его пересечения со второй осью отмеряем 4 метра или расстояние кратно этой величине. На шнуре второй оси отмеряем 3 метра или в той же мере кратное расстояние. Делаем на шнурах отметки и замеряем рулеткой между ними расстояние. Оно должно быть 5 метров. Передвигая второй шнур относительно точки пересечения с первым, добиваемся точного значения 5 метров. Угол в этом случае будет прямой. Из школьной геометрии известно, что обе диагонали квадрата или прямоугольника равны, поэтому проверку делал, измерив длину обеих диагоналей и сравнил их. Чтобы разметить высоту нивелировки фундамента, необходимо воспользоваться лазерным нивелиром. Для этого рассчитывается высота уровня фундамента, точнее его верхней плоскости. Для сборно-монолитного фундамента это будет верхняя плоскость монолитного пояса. Устанавливается лазерный нивелир, и на нужной высоте отбивается горизонтальная плоскость. Она пересечет все столбики всех обносок. В месте контакта нужно нанести маркером на столбиках метки. После проверки правильности разметки она снимается, и можно начинать выемку грунта экскаватором. Рисую разметку для трактора, где сразу учел снятие плодородного грунта для метровой отмостки вокруг всего дома. Заказал трактор, и начался полный хаос на участке. Приехал какой-то мужик и переворотил все до неузнаваемости. Сначала он с легкостью вытащил огромный пень орешника. Затем занялся фундаментом от старого каркасного дома. Я вообще не мог лопатой подцепить его, а тем более вытащить. А трактор за пару минут все выбрал, как будто поигрался в песочнице. Тут меня ждал сюрпризик в виде огромного количества разбитых стекол. Прошлый хозяин, разбирая теплицы, все стекло закопал в землю и сверху залил бетоном. Ну, такое себе решенице. Вручную каждое стеклышко вытащил из земли и вывез в мусорник. Конечно же, в мусорник. Плодородный грунт вывозил КАМАЗами. Конечно же, можно было бы где-то в углу территории его сохранить. Но, во-первых, грунт перемешан с песком, а во-вторых, участок не такой большой, чтобы хранить 4 КАМАЗа земли.
Вот на таких машинах, оказывается, еще и ездят. Наверное, еще и на дилерской гарантии. И масло через каждые 10 тысяч с фильтром меняет. С трактористом мне повезло. Он понимал, что необходимо делать и как выполнять поставленную задачу. Честно говоря, я сам-то не очень понимал, что мы делаем. Это мой первый опыт общения с подобной техникой. Но что скажете? Конечно же, разруха полная. Мы с братом 2 дня восстанавливали участок после работы тракториста. Вырванные корни и пни деревьев, поломанный забор и срезанные ворота, продавленный грунт от массы трактора, вывоз стекла из старого фундамента, подсыпка земли и посев газона. Следующий этап – это выровнять дно котлована ручным способом. Ведь трактор – это огромная машина, которая не в состоянии снять грунт с точностью до сантиметра. Так что берем лопату, линейку, хорошее настроение и равняем до нужной отметки. Глубина примерно 70-75 сантиметров. Натянул 2 причалки. Нижняя салатовая – это внешний край дома. Красная – она выровнена по лазерному уровню. Это верхняя часть фундамента. Вот по ней сейчас ориентируюсь. Где-то приходится немного подкопать, а где-то наоборот накинуть песка. Трамбую ручным трамбатором, естественно проливая водой. Следующий этап называется счесывание неровностей или в простонародье счухивание. Воспользовался 1,5-метровым правилом и пузырьковым уровнем. Возможно, действие бесполезное, не знаю, но делаю для себя. И забегая вперед, потом не составило проблем при выставлении опалубки ровно по уровню. Вот такое волнообразие было изначально после работы трактора. Привезли щебень фракции 32 мм. Подсчитал, необходимо ровно 8 кубов.
Это место соединения двух подошв фундамента. Очистил от земли и промыл песок. Дальше пошла тяжелая техника. Взял в аренду 300-килограммовую виброплиту. Она самоходная, имеет две передачи. Одну вперед, другую назад. Очень мощная игрушка. Даже сын успел поразвлекаться. Изначально не видел проблем раскидать 8 кубов щебня самому без помощников. Но такие мысли рождаются только у тех, кто не работал с этим естественным материалом. По проекту должно быть 15 сантиметров утрамбованного щебня. Работа несложная, но тупая. Щебень неохотно запрыгивает на лопату, он тяжелый, объем большой, ну и добавьте еще 30-градусную жару. Один день помогал сын, а на второй приехал на помощь брат. В следующий раз обязательно возьму в аренду технику в помощь. И уже приглядел. Щебень обязательно необходимо использовать при возведении фундамента. Он не гидроскопичен, то есть он не впитывает и не удерживает влагу. Он отсекает воду с земли, которую подсасывает песок, и, соответственно, не передает ее в фундамент. Мои работники устали, работают исключительно за еду. Также все тщательно утрамбовал, и это только первый слой щебня. Пошел второй слой.
и также трамбуем. Что посоветую после выполненной работы? На тяжелые работы нанимайте людей. Ваше здоровье должно стоять на порядок выше сэкономленных денег. Деньги можно заработать, а вот здоровье, вы сами все понимаете. В следующем видео покажу, как мы выставили опалубку. Процесс оказался также не из легких, так что далеко не разбегаемся. И мы только начинаем. Ну а пока, всем пока-пока. Заказал арматуру. На хомуты взял 10 диаметра, а основная продольная 14. Покупал на металлобазе. Разница цены в строительном магазине и металлобазе ровно в 2 раза. Выложил продольный нижний уровень. Ширина опалубки 80 см. Зазор с каждой стороны до фанеры по 10. Внутренние прутки пойдут по 20 см друг от друга. Напилил нужной длины десятку для хомутов. Гнул покупным арматурогибом. Он недорогой и прост в использовании. Немного доработал шаблон загиба под свой размер и без проблем надел нужное количество хомутов. Согласно проекту, хомуты развешивал через каждые 40 см. Связывал вязальной проволокой внахлёст по диагонали, то есть каждое соединение скреплено 2 вязальными проволоками. Длина арматуры 6 метров. Меньше, например, по 3 метра, даже не стоит заказывать. Придется делать соединение минимум по 60 сантиметров, а это уже перерасход материала. Идеально, конечно, 12-метровая, но как ее привезти? Можно заказать машину, но она будет стоить столько же, как вся заказанная арматура. Я узнавал. А 6-метровую привез на удлиненном бусике.
Вот так выглядит готовая вязальная проволока. По бокам два ушка для зацепа. Длина бывает разная. Также продается оцинкованная. Работа несложная, ходи себе и крути, но очень время затратная. Один хомут имеет 10 соединений по 2 проволоки на каждую точку. Итого 20 проволок. На весь каркас дома ушло более 2500 штук проволок. Почти готово, но начались дожди. В этом году погода приготовила неприятный подарок. Почти весь август шел дождь. Но не каждый день, но через день так уж точно. Причем за пару часов могло выпасть до 30 мм осадков, да еще и с градом. Как вам такой вариант? Как привязаться к существующему фундаменту? Я просверлил 16 отверстий под 14 арматуру. И загнал прутки усиленным молотком. Такую же процедуру выполнил с другого примыкания подошвы. Идеально было бы воспользоваться, конечно же, химическим анкером. Но я про него вспомнил слишком поздно. Периодически откачивал воду. Вода снизу не поднимается, значит, это не грунтовые воды. Проблема затопления появляется только после обильных дождей. Обязательно сделают дренаж в этом году, иначе фундамент зиму не переживет. Для того, чтобы армокаркас не лежал на щебне и выполнял свои функции, его необходимо приподнять над поверхностью хотя бы на 10 см. Тело армокаркаса обязательно должно находиться внутри бетона со всех сторон. Для этого приобрел пластиковые стульчики. Они имеют два положения – по 9 и 10 см для идеальной установки по уровню. Пока армокаркас не закреплен на углах, он сравнительно легкий, поэтому его можно смело поднимать, не повредив спину. Но это, конечно, зависит от его длины. Углы – это самая важная и сложная часть в корсете фундамента. Есть огромное количество вариантов усиления углов. Перелопатив весь интернет, посоветовался с опытными строителями и выбрал для себя самый оптимальный вариант. Той же 14 арматурой делал по 3 усиления на каждом уровне. От точки изгиба в каждую сторону длина получилась по 1,5 метра. У меня 3 уровня, получается по 9 усилений на каждый угол.
Чуть позже на готовом варианте покажу. Вот идет раз загиб, вот второй, и вот отсюда сюда пошел третий. Такое же усиление идет посередине и на нижнем уровне. На Т-образных сиденьях сделал по 4 усиления на каждом уровне. Вот, раз пошла, вторая, третья и четвертая. И такая же история на двух нижних ярусах. Аналогично сделано на другой стороне. Усилил углы той же самой 14 арматурой. Также не будет лишним закрепить внутреннюю часть опалубку шпильками. Как известно, при заливке опалубка начинает разъезжаться снизу, там где создается большее давление. Поэтому шпильками зажимаем в основном нижнюю часть. Монтажная пена также поможет закрыть нестандартные щели. Укосин мало не бывает. Закрепил в двух частях. Низ по горизонтали, а верх по диагонали.
Это не мой ноу-хау. Подглядел у других строителей. Заранее подготовил вибратор. Ну, куда ж без него при бетонных работах. С заказом бетона родилась целая история. Начну с того, что это мой первый заказ готового раствора. И как его заказать, у меня не было ни малейшего представления. Ну вот куда звонить? Выручили те же самые самостройщики, как и я. Дали 2 номера. Позвонил по одному, но там очень долго решались организационные вопросы. А мне необходимо было принять бетон в определенную дату. Дожди в этом году дали бездождевое окно всего в 1 день. Второй номер телефона также оказался не без сюрпризов. Заказал бетон на 4 вечера, нанял помощников, мы собрались, переоделись, сидим, ждем машину. Никого нет. Прошел час, мне позвонили, сказали, что прокололи колесо. Еще через 2 часа они не знали, с какого завода загрузиться. Потом не могли найти вторую машину, и только в 8 вечера они начали узнавать, на какой адрес необходимо доставить заказ. Леха? В общем, приехали только в 9 вечера, когда солнце уже село за горизонт. Поэтому дальнейшие кадры будут показаны почти в кромешной тьме. Камера не справляется без подсветки, появляется зернистость, поэтому качество съемки, ну как есть, так есть. Заказал 12 кубов бетона C3037, что соответствует марке М450. Разница с 20-25 была всего 12 евро за куб, так что взял покрепче. В одну машину влезает 8 кубов, поэтому вышло 2 бетонки плюс насос. Длина насоса 28 метров. У меня крайняя точка заливки 27. Повезло. Вся опалубка выставлена по уровню в 0, поэтому лил до краев, а лишнее снимали правилом. Необходимо было действовать быстро, поскольку бетон схватывается за пару часов. Обязательно прошелся вибратором, но советую на него не налегать. Как раз вибратор – это страшнейший разрушитель опалубок. Если его передержать в одной точке, то вероятность разрыва опалубки увеличивается до максимума. Быстренько и аккуратно, без задержек, выгоняем пузырьки в одном месте и сразу переходим к другому. Заказал бетона на 1 куб больше необходимого объема. Лучше взять чуточку больше, чем меньше. После заливки опалубки так примерно и осталось 1 куб, который вылил соседу на отмостку дома с одной стороны, а остатки слил внутрь застройки.
Все дружно равняем бетон. Если было бы светло, то можно было бы достичь идеальной поверхности, а в ночи все равно чуток не доглядели, и образовались небольшие наросты. Но это не криминально для подушки фундамента. Через 2 дня рванул очередной грозовой дождь. Вылило, как видите, неприятное количество осадок. Грунт не в состоянии столько впитать. Но цемент успел за это время набрать минимальную прочность для жесткости. Я тоже, конечно, дуралей. Приехал фундамент сверху полить водичкой. Ну, раз приехал, что ж не полить. А тут мы устроили заплыв с препятствиями. Я когда это увидел, чуть не разрыдался. Прошло 2 недели. Начал разбирать опалубку. Фундаментом я занимаюсь 3 месяца. Это если считать с момента приезда трактора для копки траншеи и до полностью залитого бетона. Все делал в одиночку. Иногда, правда, сын приезжал, помогал. Спасибо ему за это огромное. Большинство шурупов, которые держали опалубку, к сожалению, можно выбросить, поскольку бетон основательно застрял внутри шляпок, и для дальнейшего использования они непригодны. Я очень доволен результатом. Не образовалось ни одной трещины. В следующий раз, когда буду заказывать бетон, доставку поменяю на утренние часы, чтобы было больше времени на выравнивание и разглаживание раствора. Задача на сегодня – утеплить фундамент по внешнему периметру. Для утепления буду использовать экструдированный пенополистирол 50 мм. Насколько мне известно, это литовское производство, и альтернативы в нашей стране нет. Для приклеивания выбрал полиуретановую пену компании Weber. Данная быстротвердеющая пена специально создана для приклеивания плит пенопласта, а также других теплоизоляционных плит к фасаду, фундаменту и битумной гидроизоляции. Отмерил необходимую высоту листа и обычным канцелярским ножом отрезал лишнее. ХПС-листы решил клеить только на пену, не используя грибов вообще. Подушка фундамента находится ниже уровня грунта. Соответственно, она будет насыщаться влагой на постоянной основе. При установке грибов необходимо засверливаться вглубь фундамента, что разрывает целостность нанесенной гидроизоляции. Посоветовался с представителем компании Weber. Сказали, что пена без грибов идеально выполнит свою задачу. Главное, пены нанести побольше.
Вертикальный стыковочный шов тоже промазывал пеной. После нанесения пены сразу приклеить лист нельзя. Ждем примерно 2-3 минуты, пока пена полимеризуется. Она должна стать липкой. Клей приклеивает лист моментально. Есть буквально пару секунд, чтобы поправить неправильное положение утеплителя, и все. Лист намертво приклеен на свое место. Ничем дополнительно прижимать нет необходимости. Ничего не отваливается и не отклеивается. Монтаж очень быстрый и легкий. За 1,5 дня сделал весь контур в 20 метров. На весь монтаж ушло 1,5 баллона пены. Сверху также заполнил образовавшуюся пустоту пеной. Лишнее срезал. Посоветовали дополнительно промазать все швы гидроизоляцией.
Прежде чем ее наносить, проверьте отдельно на маленьком кусочке, не разъедает ли ваша гидроизоляция экструду. Моя на водной основе, так что проблем не возникло. Работа выполнена. Следующий этап – это расстелить профилированную мембрану для защиты и отвода воды от фундамента. Так что далеко не разбегаемся и ждем нового видео. Спасибо за просмотр. Ну а пока, всем пока-пока. Прежде чем сделать обратную засыпку песком, решил, что не будет лишним укрыть свое строение профилированной мембраной для создания гидроизоляционного и теплоизоляционного слоя. Плюс мембрана защитит от грунтовых вод. В общем, сейчас все подробно расскажу и покажу. Сначала необходимо создать уклон грунта от фундамента. Примерно 1-2 градуса на погодный метр. Расстояние от фундамента я взял полметра. В дальнейшем за пределами полуметра пойдет дренажная труба. По ней будет уходить вода от точки застройки по периметру всего дома. Но эту работу отложил на следующий год. Мембрана состоит из полиэтилена высокой плотности с равномерно размещенными по всей площади выступами в форме усеченных конусов 8 мм. Заранее отмечая полметра. Это будет место изгиба, перехода горизонтального в вертикальное направление мембраны. То есть одна часть мембраны будет лежать на грунте, а вторая часть непосредственно будет примыкать к стенке фундамента. Как видите, данную работу можно легко выполнить одному человеку, используя доски и блоки для придержки мембраны. Проверил, как стекает водичка.
но и засыпал все песком. По такому же принципу делается вторая сторона. Подсыпал песочка, утрамбовал. Проверил уклон уровнем. Угол достаточно легко, полностью закрывается мембраной, как бумажный конверт. Достаточно сделать пару надрезов. Мембрана обеспечивает распределение нагрузки на грунт. Также помогает осуществлять водоотвод в дренажных системах. Плюс позволяет снизить расход сыпучих дренажных материалов. Помогает в тепло- и воздухообмене и обеспечивает санацию влажных стен. Параллельно занимался обратной засыпкой внутри фундамента. Нанял людей для помощи, договорились, но никто не пришел помочь. Поэтому пришлось привезти огромное количество песка самостоятельно. Остатки плодородки и растений удалил и замыл водой. Конечно же, в идеале взять в аренду виброплиту и торбануть по-взрослому. Но знаю, что даже в следующем году не планирую заниматься полами. Так что песок сам уляжется. А когда дойдут руки, то и виброплиту подгоню на стройку. Пошла последняя сторона.
Внешний периметр готов. Внутри дома также все сам засыпал. Снимать не стал. В принципе, так все понятно. Грузи, довези. В зимний период для защиты фундамента посоветовали расстелить тент плотностью 250 микрон, для того чтобы осадки не переувлажняли почву и тем самым минимизировали появление пучения грунта. Зимой не стал поднимать цоколь дома. Придут морозы, и работа встанет до весны. Дождусь уже следующего строительного сезона и продолжу заниматься коробкой дома. На данный момент вырезаю проем в несущей стене. Это будет проход со старого дома в новый. Работать болгаркой и перфоратором зимой никто не запрещал, да и можно будет согреться от физической работы. Также заказал машину блоков, жду доставки. Скоро мы обязательно встретимся. Ну а пока, всем пока-пока.